Привет! Я продолжаю говорить об истории философии в Польше. Это вторая часть. После периода упадка в середине XVIII века польская философия начала восстанавливаться. Центром этого была Варшава. Первоначальный импульс к восстановлению польской философии был дан религиозными мыслителями, членами пиаристов. Пиаристы – это орден бедных регулярных клириков, благочестивых школ во имя Божьей Матери и других учебных орденов. Главным покровителем новых идей был епископ Анджей Станислав Залузский. За схоластикой, которая до тех пор доминировала в польской философии, последовало просвещение. Первоначально основное влияние оказали Христиан фон Вольф и косвенно Готфрид Вильгельм Лейбниц. Избранный король Речи Посполитой Август III Саксонский плюс отношения между Польшей и Саксонией усилили немецкое влияние на Польшу. При последнем короле Речи Посполитой Станиславе II Августе Понятовском правил в 1764-1795 годах польское просвещение стало более сильным и попало под французское влияние. Философской основой перестала быть рационалистическая доктрина Вольфа, основой стал сенсуализм Этьена Бано де Кандильяка. Важно указать, сенсуализм противостоит рационализму. Основной принцип сенсуализма – нет ничего в разуме, чего не было бы в чувствах. Принцип сенсуализма относится к чувственной форме познания, в которую кроме ощущения и восприятия входит представление. Этот дух пронизывал польскую эдукационную комиссию по национальному образованию, руководящий орган системы просвещения, который завершил реформы, начатые польским педагогом, священником Станиславом Канарским. Члены комиссии поддерживали контакты с французскими энциклопедистами и вольнодумцами, с Даламбером и Кондорсе, Кандильяком и Руссо. Комиссия отменила школьное преподавание теологии и философии. Эмпирическая и позитивистская философия просвещения породила несколько выдающихся польских мыслителей. Наиболее значимыми были Ян Снедецкий, Станислав Вавжинец-Сташец и Гуго Калантай. Хотя они активно работали во времена правления Станислава II Августа Понятовского, свои главные труды они опубликовали только после потери независимости Речи Посполитой в 1795 году. Другим приверженцем эмпирической философии просвещения был министр образования Великого герцогства Варшавского и царства Королевства Польского Станислав Коска-Потоцкий. И этой философии суждено было просуществовать вплоть до XIX века. Хотя с западной точки зрения это была философия уже прошлого, в то же время она была философией будущего. Это был период между Даламбером и Контом. На рубеже XIX века, когда слава Иммануила Канта распространялась по всей Европе, в Польше философия просвещения все еще была в полном расцвете. Кантианство нашло здесь враждебную почву. Еще до того, как Кант был понят, его осуждали самые уважаемые писатели того времени. Однако Анджей Снедецкий был первым уважаемым польским ученым, который в 1799 году поддержал Канта. И применив идеи Канта к естественным наукам, он сделал нечто новое, что было принято и использовано гораздо позже Иоганном Петером Мюллером и другими известными учеными XIX века. Другим польским сторонником кантианства был Иосиф Юзеф Шанявский, который был учеником Канта, но приняв фундаментальные положения критической теории познания, он все еще колебался между кантианским метафизическим агностицизмом и новой метафизикой идеализма. Таким образом, этот человек представил Польше как антиметафизическую метафизику Канта, так и посткантианскую метафизику. В целом, половинчатость была типична для польского кантианства. Можно сказать, что в Польше не было настоящего кантианского периода. На протяжении жизни целого поколения, в период между эпохой французского просвещения, польской национальной метафизикой, шотландская философия здравого смысла стала доминирующим мировоззрением в Польше. В начале XIX века шотландская школа здравого смысла господствовала в большинстве европейских стран, в Великобритании до середины века и почти столько же времени во Франции. Но в Польше шотландская философия с самого начала слилась с кантианством, предвосхитив в этом отношении Запад.
В начале XIX века, вслед за поколением, проникнутым идеями просвещения, Польша перешла непосредственно к максималистской философской программе, к абсолютной метафизике, к синтезу, к великим системам, к преобразованию мира посредством философии и порвала с позитивизмом, доктринами просвещения, предписаниями шотландской школы здравого смысла. Рассвет польской метафизики пришелся на период между Ноябрьским восстанием и Январским восстанием и был обусловлен духовными устремлениями политически униженного народа. Метафизика в Польше, хотя и опиралась на немецкий идеализм, значительно отличалась от него. Она была скорее спиритуалистической, чем идеалистической. Для нее была характерна теистическая вера в личного Бога, в бессмертие души и в превосходство духовных сил над материальными. Польский метафизик видел миссию философии не только в поиске истины, но и в преобразовании жизни и в спасении человечества. Философия была пронизана верой в метафизическое значение нации и убеждала в том, что человек может исполнить свое призвание только в сообществе духов, которым является нация, что нация определяет эволюцию человечества. Эти три черты – основание метафизики на понятии души, и на понятии нации возложения на последнюю реформаторско-сатириологических задач отличали польских метафизиков. Некоторые, такие как Юзеф Иосиф Мария Вронский, видели мессию в самой философии. Другие, такие как поэт Адам Бернард Мицкевич, видели мессию в польском народе. Поэтому Вронский и Мицкевич присвоили своим доктринам название мессианизм. Мессианизм стал широко применяться к польской метафизике XIX века, во многом так же, как термин «идеализм» к немецкой метафизике. В первой половине XIX века в Польше появилось множество метафизиков, единодушных в отношении этих основных положений, хотя и разительно расходящихся в деталях. Важную роль в данном движении сыграли польские поэты-романтики, а также религиозные активисты. У философов и поэтов методы рассуждения, зачастую результаты, были разными. Поэты стремились создать специфически польскую философию, философы – абсолютную универсальную философию. Философы-сторонники мессианизма знали современную европейскую философию и черпали из нее вдохновение. Поэты создавали скорее примитивную метафизику. Самое важное различие между сторонниками мессианизма состояло в том, что одни из них были рационалистами, другие – мистиками. Философия Вронского была не менее рационалистической, чем у Гегеля, в то время как поэты выражали мистическую философию.